Друзья, на съемке этого видеоролика я потратил целый свой день, потратил много сил, много времени и снял для вас замечательный, интересный видеоролик. Он получился шикарным, поверьте мне, вы дальше будете его смотреть, он вам безумно понравится. И я прошу вас, каждого человека, кто сейчас смотрит, также поддержать меня, потратить свою минуту времени и поделиться этим видео в своих социальных сетях. Для меня очень важно видеть вашу поддержку, что вы ими делитесь, и мне от этого еще больше хочется снимать вот такие интересные видеоролики. Поэтому, друзья, надеюсь на каждого из вас, кто сейчас смотрит это видео, что вы поделитесь им в своих социальных сетях. И кто поделился, напишите в комментариях об этом. Буду вам очень и очень благодарен. Ну, а вы продолжайте просмотр. Дальше вас ждет увлекательный видеоролик с самыми красивыми пейзажами Крыма, с водопадами, с горами, со снегом, с купанием в водопадах. Поэтому не перематывайте, смотрите от начала до конца и не забывайте поделиться. Для меня очень важна ваша поддержка. Погнали! Сейчас мы находимся у водопада Учансу. Как видим, в нем есть вода, достаточно таки много водички, но наш путь будет лежать по верхней тропе от Учансу и до горы, которая с крестом. Надеюсь, сегодня удастся нам пройти. Конечно, от водопада отходят такой сильные порывы ветра, но сами видите, вода в нем есть. Но сейчас поднимемся наверх, посмотрим вид на водопад сверху. Маршрут тропы здоровья пролегает из Ялты по левой стороне долины реки Учансу до скалы Ставрикая. Прогулки по Боткинской тропе приравниваются к оздоровительной процедуре, направленной на общее укрепление иммунитета, профилактику и даже лечение заболеваний органов дыхания. Вот, друзья, сам Боткин. Сегодня мы с вами пройдем этот участок, посмотрим, насколько сильный был обвал горной породы, возможно ли там сейчас пройти. Но мы-то по-любому пройдем, а как для туриста посмотрим, дорога очищена, либо нет. Но, друзья, конечно, крымская природа. Я так обожаю вот эти тропы, когда идут они в горы, когда вокруг тебя эти столетние сосны. Не поверьте, но срывается снежок сейчас. Небольшие такие хлопья. И вот такая шикарнейшая красота. Такие сосны нас здесь встречают. Такая у них корневая система здесь проглядывается. Они просто держат всю гору своими корнями, чтобы земля не сползала. Представляете, насколько мощные у них корни? Ладно, мы уже подходим к тому месту, где начинается водопад Учансу. Сейчас посмотрим на него сверху, какой он. Насколько прекрасна крымская природа. Я прям иду по этой тропе и отдыхаю, друзья, наслаждаюсь всей этой красотой. Тут невероятно такой чистый воздух. Еще нам писали, что он лечебный, поэтому сегодня мы еще и оздоровимся с вами. Если будете в Крыму, то Боткинская тропа обязательно к посещению. Смотрите, какие красоты. Я уже отсюда слышу шум водопада, но до него еще предстоит нам добраться. Смотрите, весь склон в этих соснах, они просто гигантских размеров. Такая здесь красота, тихо, спокойно, никого нет. Это самое главное, потому что я люблю, друзья, вот так бродить по горным маршрутам один. Когда ходишь один, то получаешь совсем другие ощущения. Когда с друзьями, то уже совсем не то будет, честно говоря. Вот одному мне больше нравится путешествовать. Надеюсь, вам тоже нравится со мной путешествовать и видеть всю эту крымскую красоту. Сейчас хочу запустить квадрокоптер над водопадом и снять для вас водопад Учансу, когда в нем есть много воды. Ладно, движемся вперед, наблюдаем всю эту красоту. Насколько же красив Крым. Смотрите на этот сосновый лес. Как будто кадры из фильмов у нас сегодня здесь. Просто красота, которая действительно впечатляет. Вон вдалеке, друзья, там уже Ялта находится. Но наш путь лежит еще выше. Поднимемся на ту вершину, где крест стоит. Там вообще будет большой у нас обрыв. Запустим обязательно квадрик. Смотрите, как растут кактусы. Вот здесь прям на вершине уже, можно сказать, на подъеме. В общем, природа действительно здесь отличная. Так, еще немного леса вам. Мне очень здесь нравится. Подходим к тому месту, где начинается водопад.
Здесь вот такие живописные скалы и сосны. Обратите внимание на эти сосны. Веточками они тянутся к тому месту, где встает солнце из моря. Тянутся к солнышку, чтобы побольше набраться энергии. И вот такие прекраснейшие виды на Ялту. Просто вся Ялта как на ладони у нас. В общем, а наш путь лежит потом вот так подняться по этой горе и идти туда очень далеко, я вам скажу. Но здесь еще тропа у нас оборудована, поэтому до этого места можно спокойно добраться. Без всяких снаряжений. Ну, в принципе, по всей тропе можно без снаряжения пройти. Правда, будут опасные участки, там, где происходит обвал тропы горной породы, где мы проходили в прошлый раз. Но мне там тоже чуть камешек не упал. Надеюсь, в этот раз у нас тоже все получится нормально пройти, без всяких происшествий. Да, друзья, воды здесь стало, конечно, много больше. Смотрите, вот она река. Сейчас мы пройдем вон туда, на самый обрыв водопада, и оттуда уже запустим квадрокоптер. Конечно, если связь словит, потому что в этих местах, когда внизу стоишь внизу возле водопада, там связь не ловит, и квадрокоптер вообще не запускается. Надеюсь, здесь удастся это сделать и показать вам вообще все красоты с птичьего полета. Хотя и с земли здесь красоты не меньше. Когда идешь по такому лесу, просто, друзья, наслаждаешься этой природой. Можно собраться со своими мыслями. Ну, в общем, каждый здесь найдет что-то для себя интересное. Поэтому не сидите только на пляжах, отправляйтесь в горы, в путешествия. Это, я вам скажу, намного будет круче, увлекательнее и захватывающе, чем просто отдых на пляже. Так, подошли поближе к горной реке. Посмотрите, ну достаточно много воды, я считаю, здесь. Потому что летом она вообще, наверное, пересыхает. Но сейчас водичка чистая, прозрачная, горная. Вот так бежит с гор. Потому что на вершине Петри еще снег. Он тает и превращается вот в такую полноводную реку. Конечно, места здесь живописнейшие. Но нам с вами нужно пройти вот по этой реке вниз до того места, где начинается водопад. Смотрите, как вода прорезала в скале себе проход. Наверное, столетиями. Вот, видите? Просто такая ванночка образовалась. Можно даже искупаться, но летом. Сейчас купаться что-то не особо хочется в ледяной воде. Но природа красивая. Ладно, пойдемте туда, к водопадику. Спустимся поближе и покажу вам настоящий красивый вид с квадрокоптера. Друзья, будьте готовы к полетам. Так. Здесь на пути встречаются настоящие такие преграды в виде сломанных сосен, бревна такие лежат. Когда-то их ветром, скорее всего, здесь и поломало. Так. Надеюсь, я зашел с той стороны, чтобы по воде нам не идти. А возле реки пройдем, и уже будет у нас вид. Так, смотрите, камни очень скользкие. Ой, будьте очень-очень аккуратны, ходя здесь по этим тропам. О, друзья. Вот, мы уже дошли. Вот идти буквально одну минутку. Журчание горной реки. Это тоже можно слушать вечно. Вот сесть на этом камешке и смотреть, как бежит водичка. Давайте попробуем, насколько она холодная. Но она прям чистая, прозрачная, смотрите. Но она ледяная, как будто лед в руках держишь. Друзья, очень холодно. Вода, конечно, ледяная. Так, нам теперь нужно прыгнуть вон туда. Здесь наверху тоже есть небольшие водопады. Но река действительно полноводная. Воды много, я вам скажу. Столько я здесь еще ни разу не видел. Ну и вот мы уже дошли до того места, где срывается вода с высоты 98 метров вниз. Самый высокий, кстати, водопад в Крыму — это Учансу. Ой, я даже боюсь подходить сюда к краю. Аж голова кружится, друзья. Так, аккуратно очень идем. Камни скользкие. Вот так вода стремится вниз. Я хочу встать на тот камешек и запустить квадрокоптер. Но природа просто, она потрясающая. Водопад, лес, море вдалеке, горы. Что может быть лучше? Я не представляю просто. Ой. Так, проходим.
Главное не упасть в воду. Все, добрались до этого места. Воу, друзья, голова кружится, присядем лучше. Давайте вот так покажу вам водопад. Вон внизу люди стоят. И вот так здесь бежит вода. Так, давайте на эту сторону тоже глянем, что там. Воу, здесь вот так вода бежит.
Мы сегодня попали в сказку 12 месяцев. У нас в апреле пошел снег, чтобы вы понимали. В Ялте цветут на набережной деревья, а в горах, как вы видите, снегопад, друзья. Апрель месяц на дворе. Вот эта погодка просто шикарнейшая. Не знаю, мне прям очень нравится, когда идет снег. Тем более в апреле. Красота, посмотрите. На лес. Просто такая пурга у нас сегодня. А было тепло и солнечно, я вам скажу. И сейчас повалил снег. Но это как будто в сказке ощущаю себя. Посмотрите. Вот такая в Крыму погодка, каждые 15 минут меняется. Вот через 15 минут уже может светить солнце и быть жарко. Но сейчас валит вот такой снег. Вовремя мы успели запустить квадрокоптер, полетать над Учансу. Потому что если из-за такой снежной тучки мы бы его точно не увидели с квадрокоптера. Ну что, друзья, погодка так и шепчет нам: Александр, иди по тропе, делай качественный контент. Просто вот эти сосны, снег, журчание горной воды. Я не знаю, наверное, это моя лучшая прогулка по этой тропе. Потому что мне так сейчас нравится, когда валит снег. Вон, смотрите, на вершинах гор, не знаю, видно, там лежит снег на вершине горы. А здесь вроде бы зелень уже, вроде бы весна на дворе. Но снег пошел и радует нас вот такими. Хлопья довольно-таки большие, я вам скажу. И очень-очень живописные. Ну как вам такой контент, друзья? Апрельский в Крыму. Апрель шутит над нами, наверное. Зима не хочет сдаваться, видите, из последних сил. Воу, снег снизу летит прямо на нас. Не сверху падает, а снизу летит, друзья. Из-за потоков ветра он снизу летит обратно в горы. Вот это да. Это очень круто, я вам скажу. Не знаю, никогда такого не встречал, чтобы весной вот так валил снегопад. Последний крымский снег, наверное, снимаем сейчас с вами. Да, друзья, безумно красиво. Надеюсь, камера вам хоть немножечко передаст этой красоты. Так, я не знаю, куда мы поднялись. Здесь, походу, тупик у нас. Либо смотровая площадка. Скорее всего, это смотровая, да. Вон у нас вид на Ялту. В Ялте, кстати, светит солнце. Чтобы вы понимали, а у нас здесь все заваливает снегом. Я еще оделся по-весеннему. Легкая курточка и футболка. Но кадры того стоят, потому что когда бы мы еще сняли такую шикарную погодку, такой лес, такой снегопад, не знаю. Я думал снимать цветущие деревья, но, как видим, зимушка не хочет от нас уходить. Посмотрите на эту сосну, насколько она живописно смотрится. Я не знаю, меня дух захватывает от таких красивых мест. Согласитесь, крымская природа прям такая уникальная и безумно красивая. В каждом уголке Крым прекрасен по-своему, поэтому стоит приезжать в Крым вообще в любое время. Даже весной, как оказалось. Потому что снегопад можно здесь встретить и весной, друзья. Обнаружил здесь просто безумное место для фотографий. Либо смотровая площадка на город. Смотрите, вот такой выступ у нас над обрывом идет. Давайте немного экстрима вам в студию. Мы же на самом экстремальном канале Крыма. Но вы ни в коем случае этого не повторяйте. О, главное, чтобы ветер сильно не подул. Ну что, друзья, как вам видочек? Отсюда внизу у нас вон Учансу и прекрасный крымский лес, крымские горы. Вон вдалеке виднеется даже море. Ой, ветер дует, уходим. Вот такая, конечно, красота. В прошлый раз я почему-то это место не нашел, мимо пошел через него. Но здесь получится очень крутейшая фотография на память. Но наш путь сейчас под этой горой ведет. И вон я уже вижу гору с крестом. Нам нужно дойти до нее, добраться и запустить тоже там квадрокоптер. Смотрите, видите вдалеке белое? Это не туман, это снежная туча. Теперь там валит снег, чтобы вы понимали. Давайте приближу немного. Вон там валит снег. И вот на горе, видите, крест. Мы движемся на эту гору.
Ставрикая называется, если не ошибаюсь. И сейчас здесь просто тоже образовался небольшой водопад. Слышите, вода прям с этой скалы срывается вниз. И мы сейчас будем проходить прям под этим водопадом. Вот, смотрите, как водичка бежит. Ее немного, как будто дождь идет. Но все равно круто. Конечно, я обожаю Крым. Это невероятно, друзья. Я всегда доволен, когда выхожу на вот такие одиночные пешие прогулки. Но это прям безумно мне нравится. Вот видите, дождик идет. Кстати, как я говорил, смотрите, прошло минут 20, уже вышло солнце, снега нет. Теперь у нас вот такой дождик идет. Со скалы в одном месте небольшой водопадик образовался. Видите, прям вода течет по этой скале. Ну а что, весна все-таки. Теперь весна берет свое. И вот так водичка стекает здесь. Так, проходим. Еще немножко покажу вам этот водопад. Смотрите, как на солнце блестит вода. Как будто серебряные капельки падают. Вот так. Ладно, движемся с вами дальше. Дорога, конечно, здесь очень интересная. Идешь, можно сказать, под скалой вот так. Здесь не страшно, что она обрушится, потому что камни будет туда падать. А будет сейчас один опасный участок, там, где произошло обрушение. Посмотрим, расчистили его или нет. Друзья, я против вот такого, чтобы на стенах писали, поэтому мои подписчики, мои зрители, прошу вас, не уродуйте вот так природу, не оставляйте никакие надписи, здесь был Вася, либо что-то подобное. Это очень плохо. Я к этому отношусь негативно. И надеюсь, вы тоже не будете оставлять никаких надписей. Самое главное, если идете по таким тропам, не бросайте нигде мусор. Что взяли с собой, то и унесите, выбросьте где-нибудь в городе в урну. Потому что это природа, нужно ее беречь. Тем более такая шикарная природа. Просто фантастические кадры на сегодня. И на квадрике сняли кадры Учансу. Очень красиво, мне так там понравилось. И сейчас у нас уже жара, хочется снять курточку, идти в одной футболке. Снег, ты где? Нам нужен снег. Вот самое опасное место на тропе. В прошлый раз на мячу здесь не сорвался камень отсюда сверху. Но сейчас покажу, где было обрушение. Насколько я понял, тропинку уже расчистили. Проход свободен. Но, друзья, видите, как прорвало все это ограждение. Просто металл. Смотрите, как его согнуло. Представляете, если бы здесь был бы человек в этот момент, что бы могло произойти? Поэтому здесь идем очень тихо, не орем. И как можно быстрее проходим это место. Если будете здесь путешествовать, конечно, виды потрясающие, но смотрите, видите, отслаивается скала и обрушается. Поэтому очень здесь опасно ходить. Вот то место, где был завал, который вы видели в новостях. Смотрите, просто согнуло весь этот железный забор. Я, честно говоря, в шоке, как вот так могло согнуть. И вот здесь было то самое обрушение, но его расчистили. Так, давайте пройдем это поскорее местечко, потому что идти здесь очень-очень небезопасно. Смотрите, весь металл согнут. Когда я ходил, он еще был целый в прошлый раз. Такая довольно-таки большая территория, метров, наверное, 7 был обвал. Но представьте, на вас упадут камни, плюс вы упадете вот с этой горы вниз, то точно уже не выжить. Поэтому максимально аккуратно, быстро проходим эту тропу, если вы здесь, конечно, будете ходить. Но страшно. Здесь еще тоже камни, видите, лежат. Так, еще немножко покажу вам вид. Вот такие скалы над вами висят. Конечно, обрушение, жесть здесь произошло. Весь забор согнутый, благо не было людей. Мало ли что могло произойти, там бы точно летальный исход был, если бы такие камни на вас свалились. Так, выходим, тихо-тихо, не шумим, самое главное, потому что от крика, от шума может произойти обвал. Ну все, прошли этот опасный участок. Вот такие красоты открываются отсюда. Такие сосны, можжевельники, здесь все есть. Если присмотреться вдалеке, вон видите, гора, там еще лежит снег. И вот такой участок. Но он, конечно, тоже очень живописный. Такие скалы. Видно, как прям пластами они лежат здесь.
Так, ну а мы уже практически на финишной прямой. Я уже вижу эту гору, куда нам нужно с вами подняться, на которой стоит крест. Вот она. Ну, конечно, там еще несколько километров, я думаю, до нее идти. Сейчас приблизим. Вот, друзья, видите эту горку? Сейчас мы туда подойдем и уже там полетаем на квадрокоптере. Вот на этой сосне прям максимально видно, как ветки растут в сторону восхода солнца. Смотрите, эта сторона вся в ветках, а здесь прям ни одной веточки нету. И вот так они тянутся к солнышку, чтобы набраться энергии солнца и продолжать расти. Конечно, сосны здесь такие гиганты, я вам скажу, встречаются по пути нам. Вот как она растет. Видите, веточки ровно прям под углом 90 градусов выходят из дерева и тянутся в сторону моря, в сторону солнца. А у нас снова началась зима. Друзья, я прошу вас максимально поддерживать вот такие видеоролики, потому что какие блогеры вам еще покажут такие живописные, шикарные кадры, такие природные условия. Они не любят ходить в горы пешочком, много нужно протопать, чтобы посмотреть всю эту красоту. Поэтому, друзья, максимально поддерживайте эти видеоролики с пеших прогулок. Я безумно на вас надеюсь, рассчитываю на вас. Делитесь ими в своих социальных сетях, это будет очень важно. Приглашайте друзей на канал, потому что, ну, кто еще покажет такой Крым? Его нужно любить, чтобы так показывать. Обожаю Крым, лучшее место на земле, с шикарнейшей природой, с морем. В общем, вы поняли, поддержим видеоролик, потому что кадры действительно уникальные. И таких больше никто не показывает. Но, по крайней мере, я ни у кого таких не видел. Посмотрите, какая там снежная туча. Там сейчас просто все заваливает снегом. И она по чуть-чуть движется в нашу сторону. Блин, надеюсь, удастся нам успеть запустить квадрокоптер, пока она не дойдет до нас. Конечно, смотрите, какая здесь природа. Друзья, просто пройдите по этой тропе. Действительно такая дикая крымская природа. Вы так насладитесь этой прогулочкой своей пешей. Но поверьте, оно того стоит. Получите массу впечатлений. И я уверен, что вы сюда будете возвращаться каждый год. Вот такая у нас здесь красота. Но мы уже на финишной прямой. Уже подходим к этой горе с крестом. И сейчас там будем летать, как птицы. Вершины гор в снегу. И вон там, как мы видим, тоже идет снег. Но посмотрите на эти скалы, как они круто выглядят. Просто еще такой ветер дует. И мы с вами идем практически над обрывом, на такую смотровую площадку. Это просто фантастические виды. Не знаю, у меня аж душа радуется, когда такое вижу. И тем более, когда вам это показываю все. Аж дух замирает. Вот такие здесь красоты. Так, давайте подойдем чуть ближе к обрыву. Мы любим ходить поближе к обрывам. Смотрите, видите, вершины гор в снегу. На Айпетре там снег лежит сейчас. Так. И вот он, вид на Ялту. И вон наша горка, уже крест перед нами. Сейчас спуск и небольшой подъемчик. Там вот сидят два человека, какие-то туристы, наверное. И сейчас мы тоже к ним подойдем. И запускаем квадрик, друзья. Конечно, это просто шикарно. Спускаться будем потом не обратно, а вот здесь есть тропа, она Штангеневская, как она называется, Штангеевская тропа вот здесь идет. Там тоже есть река, там есть водопады, постараюсь их отыскать. Но если, конечно, темно не будет, пока мы спустимся. Посмотрите на этот лес. Насколько же здесь красиво. Какой здесь воздух. Я прям не могу надышаться им. Друзья, обязательно вот в такие прогулки ходите. Так, сделаем широкий угол. Смотрите, какая же здесь красота. Вот такой сосновый лес. Такие сосны, они такие высокие, я вам скажу. И выглядят просто невероятно. Та-дам, та-дам. Мы сейчас станем на обрыв. Страшно только, если ветер подует. Насколько же прекрасен Крым. Такие потрясающие виды. Мне прям не хочется отсюда уходить. Остаться здесь, посидеть, подумать о чем-нибудь о своем.
Конечно, природа, друзья, впечатляет. Еще такой шум в кронах деревьев. Не знаю, через микрофон, скорее всего, не передается, но звучит он фантастически. Так, здесь прямо на скале растет вот такая живописная сосна. Смотрите. Давайте тоже подойдем поближе. Вот здесь фотка получится просто бомбезная. Поэтому сюда за фоточкой точно стоит идти. Здесь, конечно, у нас обрыв. Близко к сосне не подходим. Потому что падать вниз неохота. Хотя вот здесь люди заходили. Давайте тоже зайдем сюда. Немножко станем. Воу. В общем, друзья, ни в коем случае такое не повторяйте. У меня супер экстремальный канал, вы знаете, я уже многое прошел, у меня есть небольшой опыт лазания по горам, и сегодня я вам тут все продемонстрирую. Вот такая шикарнейшая сосна, природа. Ну что, последний рывок на скалу, пойдемте. Мы это сделали. Ура! Орать громко не будем. Мы дошли до этой скалы. Друзья, мы, кажется, на вершине мира. У-у-у! Невероятно. Круто, такие впечатления получаешь. Просто не передать вам никакими словами. Давайте подойдем туда поближе. К самому такому высшей точке, скажем, в этой части гор. Там, где установлен крест. Вот сам крест, табличка даже есть. Давайте прочитаем. Сей покованный крест на скале Ставрикая установлен и освящен православным людом 24.08.2019 года. Изготовлен кузнецами крымско-татарского народа. Название места установки Ставри от греческого крест, Кая от крымско-татарского скала. Сие подтверждает Бог един. Только в Боге успокоится душа твоя, ибо на Него надежда твоя, спаси и сохрани. Да, друзья, вот он крест. Прямо на вершине, над Ялтой находится. Он громадных, я вам скажу, размеров. И вот такие у нас открываются, конечно же, здесь потрясающие виды на горы, на местность, вообще на все. Это невероятно. О, конечно, на край заходить не будем, это максимально опасно. Кстати, можно спуститься еще вон на ту горку. Вон вдалеке красавица Ялта. Посмотрите, как она выглядит. Там даже на набережной сейчас солнышко в Ялте. А у нас здесь так, тучки уже. Но еще солнце, я уверен, что появится. Из-за тучек покажется. Но вот оно уже выходит. Кстати, мы призвали солнце. Давай, подсвети нам немножко. Конечно, лес здесь, друзья, хвойный. Очень красивый. Вот вершины этих гор. Красота, конечно, ой, аккуратненько. Неимоверная. Вот такая для вас панорамка сегодня. Так, у нас опять начинает срываться снег. Возможно, сейчас пойдут опять снежинки у нас крупные. Конечно. Сейчас мы, смотрите, откуда мы шли. Вон внизу домики. Мы поднялись наверх, вот так за ту скалу. Вот так, вот так, вот так за теми столами. Сюда, сюда, сюда. До этой сосны. Потом сюда. И сейчас спуск у нас будет вот здесь где-то. По этим ущельям, и вот здесь должна течь река, и там должны быть тоже водопады. Сейчас я попытаюсь для вас их отыскать, и должна быть какая-то ванна там молодости, что ли, но я не помню, как называется. Возможно, мы даже искупаемся сегодня в горной реке, если найдем эту ванночку, поэтому не переключайтесь, дальше будет тоже интересно, экстремально. Вы же на самом экстремальном канале в Крыму, поэтому смотрим ролики до конца.
теперь мы спускаемся вниз, друзья. Идем искать водопады и эту чашу, где мы с вами искупаемся. Но если успеем до заката солнца, если не успеем, то купаться не будем. Вот такая здесь красота. Конечно, природа здесь, друзья, шикарная. Обязательно к прохождению этой тропа вы не пожалеете. Иду, вот честно вам говорю, и наслаждаюсь всей этой красотой, всей этой природой. Просто мне даже слов не хватает, чтобы вам все это выразить, насколько здесь интересно пройтись. И впечатления, какие остаются, тоже невозможно передать. Вам нужно самим пройти, самим все прочувствовать, всю эту настоящую дикую крымскую природу. Тогда вы поймете, что такое настоящий Крым. А пляж, море — это тоже Крым, но это уже совсем другое. Вот, я люблю горный Крым. Нравится мне ходить по вот таким тропам, где такая шикарнейшая природа. В общем, и вам советую здесь тоже прогуляться. Хотя бы раз в своей жизни. Потому что это память, которая останется с вами навсегда. Смотрите, какая здесь красота, какие сосны. И нам сейчас вон туда, прямиком вниз нужно спускаться по этой тропе. Я слышу шум, не знаю, то ли это вода, то ли это ветер в кронах деревьев. Не могу понять. Скорее всего, шум воды. Вода там должна быть, река полноводная. Поэтому давайте отыщем ее. В той части еще точно нам никто водопады не показывал. Но они там будут не такие большие, конечно, как у Чонсу. Поменьше, но я думаю, что они полноводные. Летом, к сожалению, их там вы не встретите, они пересыхают. Поэтому стоит приезжать весной, чтобы увидеть Крым с водой и с такими полноводными горными реками. Смотрите, здесь такой валежник валяется, скорее всего. Недавно он обломился, вон видно даже. Ну, сухое дерево было, скорее всего, от ветра сильного. Смотрите, здесь такие сосны, но они прям ровненькие, красивые все. И наша тропа среди них ведет. В общем, Крым прекрасен. Тут нечего больше сказать. Сами все видите, насколько крутой и разнообразный Крым. Так, нашел какой-то цветок, друзья, по дороге. Непонятно, что это. Так, люди, которые там соображают в цветах, напишите нам, что это за такой цветочек необычный, фиолетовый, с желтой такой сердцевинкой. Не знаю. Первый раз такой вижу. Ну все, пойдемте уже на спуск искать ванну молодости. Сегодня мы с вами омолодимся. Приезжайте в Крым, не пожалеете. Горный Крым прекрасен. Вот такие тропы. Тем более это тропа здоровья еще называется. Если у вас проблемы с дыхательной системой, здесь такой воздух, что он помогает от всего вылечиться. Нужно вообще каждый день вставать с утречка и ходить по вот таким тропам. Если вы приехали на отдых и хотите оздоровиться, то добро пожаловать. Будете самым здоровым человеком потом. Если каждый день тут на протяжении месяца походите, очень хорошо поправите свое здоровье. Поэтому Крым лечит. Шикарно. Еще и погодка у нас сегодня такая: то солнце, то снег, то солнце, то снег, то ветер. В общем, мы сегодня пережили все, можно сказать. Я уже слышу шум водички. Река есть. Забрался вот на такую небольшую горку, чтобы показать вам вот такой лес. Мы практически на уровне леса находимся. Вот такие красоты. Даже можем дотронуться до иголочек. Ну, конечно, ни в коем случае не рискуйте так. Это, я так понимаю, северная сторона горы, потому что в некоторых местах еще встречается снег. И дорога, друзья, такая, как будто после дождя. Мокрая, грязная. Обувь, смотрите, какая. Я только начал спускаться, но как начал, уже половину пути прошел на спуск. Поэтому, смотрите, скользко с этой стороны подниматься. Лучше, конечно, со стороны водопада Учансу. Там дорога хорошая, сухая. Так, что? Нужно развернуться как-то нам здесь. Потому что, видите сами, где мы стоим. У-у-у, экстремальный канал. Ну что, вода есть. Это уже хорошо. Друзья, чуть не упал. Но это экстремальный канал. Падать, в принципе, невысоко. За дерево бы схватились.
не повторять никогда. Так, не будем больше залазить на такие вершины. Идем, короче, тут что, пещера, что ли, или нет? Идем к водопаду. Сейчас хочу глянуть, есть ли там пещера. Ой, или что здесь такое? Друзья, что-то похожее на пещеру, небольшой грот. Конечно, бы нам здесь не свалиться вниз. Да, мы нашли такой грот. Тайное место. Здесь, в принципе, можно и дождь переждать. Вот так оно выглядит. Тут тоже же плющ вьется по стене скалы. И вот такой небольшой гротик. В принципе, если будет сильный дождь и не захотите спускаться, то здесь его можно переждать. Вот такая скрытая пещера, друзья. Прикольно, кстати. Ладно, нам нужно двигаться до водопада. Если мы его там отыщем и хотя бы найти эту ванночку молодости, омолодиться. Но место прикольное обнаружили чисто случайно. Ух ты, смотрите, какой чистый стал после этого места. Ну, нашел источник, откуда бьет вода. Просто из-под камня. Смотрите, вверху воды нету. И прям из горы бьет вот такой, чтобы вы понимали, источник с водой. Водичка чистейшая и ледяная. Но очень интересно. Вот это, скорее всего, тает снег, и как-то он через расщелины попадает в это место. Потому что, видите, вверху все, воды уже нету. Шум начинается конкретно с этого места. Очень интересно. Теперь мы увидели, как бежит вода в Крыму из гор прям. И вот так она стекается. Таких, наверное, родников, я думаю, что здесь по пути много. И внизу они соединяются все в одну большую реку. Помните, я ходил в Судаке на Таракташ гору. Там тоже возле родника росли вот такие цветы. И здесь они вот тоже растут прямо возле родника. Видать, они любят водичку и селятся только возле воды. Конечно, весна у нас в Крыму уже. Вот этот родничок. И вот здесь такие цветочки растут. Красота. Дошел до неизвестных крымских водопадов. Они небольшие, метров, наверное, 7-8, но тоже, смотрите, какие полноводные. И что, сейчас еще выше выйдем один водопад, сейчас чуток выше поднимемся. И, скорее всего, где-то здесь с вами искупаемся под горной водой ледяной. Ну, друзья, конечно, красота здесь весной. Смотрите, как плещется вода. Так, давайте ближе подойдем. Вот такие водопады. К ним, кстати, несложно пройти, если вы будете начинать с другой стороны, со стороны поляны сказок в Ялте. Подъем свой, и сюда вообще несложно дойти. Здесь такое дерево. Кто-то, наверное, хотел залезть по нему на вершину. Но вот такая красота здесь тоже присутствует. Поднялся чуть выше. Здесь тоже есть водопад, он побольше. Смотрите, какой красивый. Вот такие водопады, друзья, есть в Крыму. Конечно, это очень круто видеть все это вживую. Не знаю, как вам передается все это на камере, но вид здесь действительно очень красивый. Лес, горы, вот такие водопады. Сейчас с вами пойдем купаться. Ну, под этим купаться неудобно, потому что нужно подниматься на середину где-то, чтобы на тебя вода попала. А вот под вот этим нижним, смотрите, в самый раз водичка падать будет прямо на меня. Ну что, давайте пойдем и искупаемся уже наконец-таки в водопаде, в горной ледяной воде. Только на канале Александра Михаленко купание в водопадах Крыма. Ну что, друзья, купание в горном водопаде под ледяной водой только на канале Александра Михаленко. Так не хочется идти в этот водопад, но давайте это сделаем, ребятки. Наберемся силы и заходим. Вода просто ледяная. В море намного теплее было, да, чтобы камни не сорвались нам на голову.
это очень холодно. Благо сегодня со своим полотенцем. Спасибо, что вы подарили, мои подписчики. Оно легкое, быстро сохнет и хорошо впитывает влагу. Давайте поскорее вытираться и отправляться сохнуть куда-нибудь. Очень холодно. Лайк этому ролику вы обязаны поставить. Я удачно спустился с гор, дошел до набережной Ялты. В общем, прошел я сегодня, друзья, 16 километров и вроде бы 300 метров. Но еще пока домой дойду, будут все 17 километров. Сейчас попрощаемся с Ялтой, потому что я сегодня уже уезжаю обратно в Судак. Конечно, это были очень замечательные дни, проведенные в этом прекрасном городе. Мы видели и цветущую Ялту, и шторм, и снег, и водопады. В общем, были насыщены, так скажем, выходные. Сейчас попрощаемся, пройдемся по набережной, покажу вам набережную, последние цветущие деревья. И когда сюда вернемся, теперь я даже не знаю. Но Ялта мне в этот раз очень сильно понравилась. Так, друзья, покажу вам последнюю уже отцветающую магнолию. Цветет она вот такими большими бутонами цветков, посмотрите. Конечно, жаль, что в Судаке такую не вырастили, только приходится любоваться в Ялте такими прекрасными деревьями, с такими замечательными цветками. Но видите, она уже отцветает. Все, сезон магнолии по чуть-чуть проходит. Поэтому уже ждем лета, ждем тепла. Тут, конечно, много людей, все бегут, фотографируются, делают возле этого дерева фотосессии. Но мы с вами давайте пройдемся еще дальше. Конечно, магнолия прекрасна. Это, кстати, я первый раз в жизни увидел в этом году, как цветет это дерево вживую. Вот такие красивые бутоны цветов, посмотрите. Красота. Мы, кстати, успели с вами на закат солнца, поэтому еще последние лучики солнышка мы сегодня тоже подснимем. Конечно, Ялта, друзья, прекрасно. Посмотрите, какие здесь высадили клумбы. Уже распустились белые тюльпаны. Скоро, кстати, парад тюльпанов будет в Никитском ботаническом саду. Постараюсь тоже попасть на него и вам все, конечно, это показать. Вот такая красавица Ялта, набережная. Пальмы. Людей, кстати, тоже сегодня немало. Все повыходили на прогулочку. Но мы с вами сегодня отсюда уедем в наш любимый Судак. А из Судака потом в другой город, еще не знаю точно, куда поеду. Но уже нужно двигаться в сторону Севастополя, думаю. Тем более приехали мои подписчики, просят меня к ним приехать. Отдохнем с ними. Смотрите, какие красивые клумбы в Ялте. Таких действительно нет ни в одном городе Крыма, но, по крайней мере, я нигде такие не наблюдал, кроме Севастополя. Но в Ялте, мне кажется, даже покрасивее все оформили. Но что Ялта, курортная столица Крыма, должна выглядеть на 5 с плюсом. И она так выглядит, честно говоря. Очень понравился мне в этот раз этот город. Смотрите, вокруг пальм тоже не просто земля, здесь высадили красивые цветы, где-то просто вот такие зеленые кусты. Они чередуются, я так понял. Но все выглядит достойно, красиво. Поэтому в Ялту стоит приехать. Вот еще одно дерево магнолия. Здесь тоже отцветает. Уже тут поставили табличку. Уже за нарушение штраф, по газонам не ходить. Потому что люди тут фоткались. Посмотрите, как вытоптали траву аж до земли. Потому что заходили на газоны. Вот такое деревце. Еще вы успеете, кстати, на него, если приедете на днях, полюбоваться цветами магнолии. Давайте поближе приближу их вам. Вот так они выглядят. Огромнейшие такие бутоны. Очень прекрасно смотрятся, тем более на фоне пальм. Вот то дерево магнолии, которое я увидел первым цветущим в Ялте. Потому что снял здесь недалеко жилье и случайно попал на него. Смотрите, насколько оно красивое. Вот так, друзья, цветет магнолия. Просто шикарно. Находится оно недалеко от остановки «Спартак». Кто знает в Ялте, те поймут меня. Конечно, красота, друзья. Здесь просто миллионы людей уже сделали себе фотографии. Скорее всего, вы даже видели их в интернете конкретно с этого дерева. Вот такое оно, деревце, цветущее в Ялте. Если вы еще вдруг не заметили на протяжении всего ролика, то у меня, друзья, новая прическа. А подстригли меня вот здесь, парикмахерская для всей семьи. Рекомендую, будете в Ялте. Тоже остановка «Спартак», как раз недалеко от этого цветущего дерева. Впервые мне нравится моя стрижка из всех, которых я стригся. Так, что вы оцените, напишите в комментариях, как вам. И будем, наверное, уже завершать этот видеоролик. Так, смотрим, пишем комментарии.
Ну что, вот и подошло к концу наше видео. Я надеюсь, что оно вам понравилось. Хейтеры, которые поставят дизлайки, вы хотя бы в комментариях напишите развернутый ответ, за что вы поставили этому видеоролику дизлайк. Ну и, конечно, я рад, что у меня есть такая большая аудитория, которые любят Крым, которые вместе со мной путешествуют. Спасибо вам, друзья, за вашу поддержку, очень ее ценю. Ну и что могу еще сказать, встретимся мы с вами уже завтра. С вами был, как всегда, Александр Михаленко. Всем пока!